Всем привет! Готовим очень интересное, красочное блюдо на праздничный стол. Красная рыба в белом соусе. Такое аппетитное, контрастное сочетание. Нам понадобится форель или семга. И та, и другая рыба нам подходит. Блюдо очень вкусное, самое главное, простое в приготовлении и безумно понравится тем, у кого мало времени на готовку, а гости уже на пороге. Ингредиенты очень доступные, простые. Нам понадобится красная рыба, например, форель или семга, соль, сливочное масло, 2 луковицы, можно взять, например, одну большую вместо 2 маленьких. Из приправ это тимьян и остренький молотый чили. И здесь 2 яйца, но нам понадобится именно 2 желтка. Сегодня я буду готовить именно форель, а не семгу, потому что рыба менее жирная. Как бы для моей семьи, для меня это очень важный фактор. Но если вы возьмете, например, купите семгу и приготовите по этому рецепту, будет тоже безумно вкусно, друзья. Рыбу нужно пожарить, но прежде чем это сделать, сначала мы приготовим вкуснейший соус. Отделяем белки от желтков. Для рецепта нам понадобится только 2 желточка. Сюда я добавлю 2 столовые ложки холодной воды. И очень энергично взбиваю эти желточки венчиком до образования пушистой пены. Вот такая симпатичная пенка должна в итоге получиться. Заранее растапливаем 100 грамм сливочного масла на минимальном огне, и обязательно нужно убрать вот эту, видите, образовавшуюся белую пенку. Она нам не нужна для этого рецепта, но в целом ее лучше не выбрасывать, потому что она хранит в себе сливочный вкус, ее можно использовать, например, для приготовления каких-нибудь каш или овощей. Если не удается убрать всю пенку с помощью ложки, я еще иногда дополнительно процеживаю масло через сито или через марлю. Вот здесь еще осталось немного пенки, ее тоже хорошо было бы удалить. И вот это масло уже используем дальше для соуса. Как растопить сливочное масло, расскажу буквально в 2 словах. Если оно у вас холодное из холодильника, нарежьте его на брусочки, возьмите сотейник или какую-нибудь посуду с толстым дном, положите туда масло и нагревайте на самом медленном огне. Не помешивайте, пусть оно вот так вот медленно плавится, то есть жир должен плавиться не быстро. Когда масло уже растопится, просто уберите пенку и готово. Теперь на водяной бане нагреваем аккуратненько желтки и медленно, небольшими порциями вводим сюда понемногу вот так сливочное масло. Все время при этом помешиваем, как будто готовим заварной крем. Через пару минут, смотрите, масса начинает густеть и превращается в что-то на самом деле похожее на некий крем, очень нежной консистенции. На самом деле это вот такой интересный соус. Покажу вам ложкой, вот посмотрите, какой он нежный. После остывания он еще немного загустеет. На этом этапе я его немного солю по вкусу. И после этого уже выключаю огонь, потому что соус в принципе готов, и его можно убрать с плиты. Посмотрите, какой он интересный, просто не могу ухватиться за тарелку, очень горячая. Смотрите, какой красивой консистенции, очень нежный, так красиво растекается. Вот представьте себе, как вкусно все это будет в сочетании с красной рыбой. По желанию в соус можно добавить немножечко ароматного тимьяна или мелко нарезанную петрушечку. Я надеюсь, этот соус очень понравится и вашим родным, и гостям. Он такой ароматный, у него приятный, ароматный, такой, я бы сказала, сливочный и вкус, и запах. Но прежде чем поливать, естественно, рыбку соусом, сначала ее нужно обжарить на сковороде очень быстро и легко. Жарим рыбку с 2 сторон до готовности. Это займет не более 5-7 минут. В самом конце обжарю лучок, нарезанный кольцами. Он нам понадобится для подачи, для аромата. Во время жарки эти кольца можно разъединить. Жарим примерно вот до такого красивого румяного золотистого цвета. И все, можно подавать блюдо к столу. Нашу замечательную рыбку с соусом. И вот с таким ароматным луком. Выкладываю рыбку на подушку из лука.
Украшаю ее свежей зеленью и сверху поливаю нашим чудесным сливочным соусом. Посмотрите, как красиво, аппетитно. Потрясающее блюдо для праздничного стола. Густоту соуса можете регулировать самостоятельно. Он очень вкусный, нежный, обладает приятным сливочным ароматом. Всем приятного аппетита! После того, как вы полили рыбку соусом сверху, ее можно перевернуть, соус окажется снизу, она будет им пропитываться, будет очень вкусная. И сверху залейте еще раз, тогда она с двух сторон окажется в соусе, и это будет потрясающе вкусно. Подайте эту прекрасную рыбку с любым гарниром или как индивидуальное блюдо. Можете подать ее к столу, чтобы удивить родных и гостей. И напишите обязательно отзыв под этим видео, чтобы я знала, если это блюдо вам понравилось и как вы его приготовили. Тоже об этом расскажите. Мне очень интересно узнать. Всем заранее приятного аппетита. Ставьте оценочки этому рецепту. Я очень старалась. Оставлю для вас интересные ссылочки на другие праздничные рецепты на нашем канале в описании под видео, в комментариях. Пройдите и посмотрите. Спасибо за подписку, за просмотр. Увидимся очень скоро. Пока-пока.